Приветствую всех на канале Алекс Моторный. Сегодняшнее видео на канале открывает новую рубрику «Знаменитые харьковчане», которые имеют отношение к Харькову. Это люди театра, кино, литературы, музыки, живописи. В общем, всего, что связано с нашим городом. И первым таким харьковчанином, о ком пойдет речь, гениальный режиссер, который работал в Харькове, Леонид Федорович Быков. Сколь-нибудь знаменитому человеку достаточно несколько лет прожить в Харькове, чтобы харьковчане тут же зачислили его в свои. Таким является Леонид Быков. Родился он в Донецкой области. В эвакуации был в Барнауле и считал барнаульцев своими также. Поступал в Ленинградскую летную школу, работал на Ленфильме и на знаменитой киностудии Довженко в Киеве. Но вряд ли его считают большим земляком, нежели в Харькове. Здесь есть и дом Быкова, и улица Быкова, и памятник Быкову. И это справедливо. Именно в Харькове началась актерская карьера Леонида Быкова. Здесь, в Харьковском театральном институте, он получил актерское образование. 9 лет, с 1951 по 1960 играл в знаменитом театре имени Шевченко. Родился Леонид Быков 12 декабря 1928 года в селе Знаменка Донецкой области. А нашим стал, когда не поступил в 1947 году в театральный институт в Киеве. Детской мечтой маленького Леонида была авиация. Он дважды поступал в летное училище. Первый раз его не взяли туда из-за роста, он был невысок. А второй раз поступил, но через год училище было расформировано. Значит, ему была предначертана другая судьба – актерская и режиссерская. Приехал в Харьков, окончил актерский факультет Харьковского театрального института. В 1951-1960 годах, как я упомянул чуть ранее, был актером Харьковского государственного академического театра имени Тараса Григорьевича Шевченко. В театре началась его актерская карьера. Он играл стилягу в комедии «Улица трех Соловьев 17» и Павку Корчагина в постановке «Как закалялась сталь». С будущей женой Тамарой Кравченко, тоже харьковчанкой, Быков познакомился на вступительных экзаменах в наш театральный институт. Тяжелые испытания приготовила, конечно, им судьба, но любовь сохранили и прожили всю жизнь вместе. Первый инфаркт был у Быкова, когда умер их первый ребенок, девочка. Умерла сразу после родов. Молодую мать еле спасли. Вскоре в семье появились сын Александр и дочь Марьяна. Наивный в чем-то и очень мудрый Леонид Быков бросился в глаза режиссерам. В кино свою первую роль сыграл в 1952 году в фильме «Судьба Марины». Именно во время харьковского периода к Быкову приходит всесоюзная кинематографическая известность. Поехали, поехали, бисовые души. Его знаменитые роли в «Укротительнице тигров», «Максим Перепелица», «Алешкина любовь» и роль Алеши в «Добровольцах» он сыграл еще, когда жил в Харькове. И сценарии написал, и режиссура в таких его знаменитых фильмах, как «В бой идут одни старики» и «Аты-баты шли солдаты». Кстати, история «Укротительницы тигров» частично основана на биографии еще одной выдающейся харьковчанки Ирины Бугримовой, хотя она дрессировала не тигров, а львов. Но это к слову. Ненаделенный феноменально выдающимися актерскими данными, Быков обладал потрясающей харизматичностью, которая сделала из него настоящего героя. В актерской фильмографии Быкова всего 25 работ. В режиссерской фильмографии и того меньше – 5. Но большим мастерам нет никакой необходимости распыляться. Достаточно создать главную вещь. Леониду Быкову удалось создать кинематографический и драматургический шедевр, который стал визитной карточкой и Довженковской киностудии, и целого пласта кинематографического искусства – фильмов о войне.
Образ Быкова стал неразделим с образом героя его главной картины. В бой идут одни старики, легендарным маэстро. 5 лет Леонид Быков пробивал дорогу для сценария этого фильма. Идею зарезали на всех уровнях. По легенде, запуском картины в производство Быков был обязан прославленному герою войны, маршалу Александру Ивановичу Покрышкину, который лично заступился за сценарий. Ну а я из Таврии, юг України. Степь ровная, как стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацький шлях поглядаючи, Млечний путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, у лузі, лузі, червона калина. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. А рассказы другого фронтовика, актера Алексея Смирнова, с которым дружил Быков много лет, очень много дали для этого фильма. В картину Леонид Быков вложил, помимо души, естественно, все, что умел в этой жизни. Он принял участие в создании сценария, он поставил картину, он сыграл в ней главную роль. В картине нет кровавых сцен, в картине нет панорамных баталий с многочисленными жертвами. В картине даже не присутствует враг. Он где-то за кадром и появляется лишь однажды в виде одинокого мессера, обстрелявшего аэродром и даже никого не поразившего. Эффект достигается не демонстрацией патологического насилия, а исключительно художественными и драматургическими средствами. Будь ласка. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Нет, а воздух другой. А небо голубее и земля зеленее. Есть у Быкова и другие военные фильмы. «На семи ветрах», «Разведчики», а его последняя режиссерская работа и последняя роль в кино «А ты бы отошли солдаты», к которому мы чуть позже еще вернемся. В 1969 году, поддавшись на уговоры руководства киностудии имени Довженко, Быков перебрался в Киев, где не получил обещанного поля для деятельности. Быков стремился снимать лирическую комедию, а руководство студии требовало от него второго Максима Перепелицу. Все это вылилось в конфликт, режиссер надолго остался без работы и впал в депрессию. Ну а затем была картина «В бой идут одни старики», которую Быков снял в 1973 году. По утверждению журналистки Киры Бурениной, за год фильм собрал более 72 миллионов зрителей. Согласно официальной статистике, по итогам 1973 года картина заняла 4-е место в кинопрокате при почти 44,5 миллионов зрителей. Во время работы над фильмом «А ты бы отошли солдаты» у Быкова случился новый инфаркт. Съемки остановили, но меньше чем через месяц они продолжились. В первый же день после выписки Быкова из больницы в павильоне снимали сцену, в которой он исполнял акробатический трюк. Он словно специально не желал себя беречь. И причины у него были. За 9 лет работы в Киеве на киностудии имени Довженко Леониду Федоровичу удалось снять только 2 фильма. На его работы постоянно не хватало финансирования, пленки, студийных помещений и необходимого реквизита. Хотя его картины побили все рекорды кинопроката, пополняя государственную казну. В 1978 году начались съемки фантастического сатирического фильма «Пришелец». К 1979 году были отсняты 2 части фильма, однако картина так и не была завершена. По одной из версий, во время съемки «Пришельца» Быков написал странное письмо на имя друзей. Якобы это письмо начиналось словами: «Не верьте, если вам скажут, что это самоубийство». По другой, письмо завещания было написано за 3 года до смерти, после перенесенного инфаркта.
Письмо по воспоминаниям его дочери Марьяны было написано на маленьком листочке бумаги с названием «А если это конец?». Пусть кто-то один скажет слово «прощай» и все. Не надо цирка, называемого почестями. Никаких надгробных речей. Дербалызните кто сколько сможет, но, умоляю, не дома. Пусть ребята споют «Журавли», «Сережку с малой бронной», «Бери шинель», а потом пусть вторая эскадрилья врежет смуглянку от начала и до конца. Очень жалею, что ничего не успел сделать путного. Вы заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию. Даже свои похороны режиссирую. Во дает. Спасибо и пока. Была у Быкова и личная боль. Его сын Александр, дома его называли Лесь, служивший в армии, неожиданно попал в психиатрическую клинику и был признан шизофреником. Сам Леонид Федорович был уверен, что сын здоров. Все же дело в конфликте Быкова-старшего с командованием части, где служил сын. Леонида пригласили на творческий вечер, и все было хорошо, но Леонид отказался выпить вместе со всеми. С таким клеймом у Леся не было шансов устроиться на работу. Лесю чудом удалось найти себе прибежище за границей. Там он сделал повторное обследование, показавшее, что совершенно здоров. Александр осел в Канаде, обзавелся женой и 4 детьми, работал строителем. Ранее и сейчас Лесь с журналистами не общается. Неизвестно, знают ли о своем легендарном деде внуки Быкова. Для Леонида Быкова эта история с невозвращением сына была огромной болью. Тем более, что начала еще сильнее болеть жена Тамара. 11 апреля 1979 года Леонид Быков возвращался на своей «Волге» с дачи под Киевом. Навстречу выскочил грузовик. Смерть Быкова наступила мгновенно. Экспертиза показала, что актер в момент аварии был трезв и здоров. До последнего жал на тормоз, пытаясь избежать столкновения, и уж точно не собирался сводить счеты жизнью. Водитель грузовика не пострадал и был признан невиновным. А вот удар «Волги» был такой силы, что актера выбросило из автомобиля через сломавшуюся левую переднюю дверь. Виновником столкновения был признан Быков. Леонида Быкова проводили в последний путь именно так, как он хотел, строго соблюдая его волю. Смерть Быкова стала не только страшной трагедией для друзей и родственников, но и невосполнимой потерей для всей страны. Многие не верили в случайность этой автокатастрофы, считая, что таким образом власти расправились с неугодным режиссером, да еще имеющим сына, невозвращенца с Запада. В память о Леониде Быкове в Харькове установлена его скульптура в саду Шевченко, а также изображен мурал с его портретом на одном из домов на улице Сумской. Этот портрет появился в городе в рамках проекта «Гордость Харькова» ко Дню города в 2013 году. А вот скульптура выполнена художником Катибом Мамедовым. На ней актер в образе персонажа маэстро из легендарного фильма «В бой идут одни старики». Улица Леонида Быкова в Харькове появилась всего несколько лет назад в рамках декоммунизации, заменив старое название в честь революционного матроса Дыбенко. Пожалуй, это один из таких эпизодов исторических переименований, который менее всего вызывает вопросов и споров среди харьковчан. Быкова запомнили в Харькове как неутомимого балагура, рубаху парня. Капустники в театральном институте становились настоящим событием благодаря его выдумкам и юмору. Актер любил розыгрыши, импровизацию в жизни и на сцене. Не обладая мощной шекспировской натурой, Быков брал другим – органикой, задором, в жизни не терпел притворства, хамства, лицемерия и карьеризма. Кстати, в Харькове у Быкова квартира была на улице Культуры. В целом, можно сказать, что харьковский период жизни Быкова выдался одним из самых светлых, даже несмотря на трагическую смерть первенца. В нашем городе он реализовал свои мечты об артистической карьере,
стал одним из самых популярных артистов 50-х годов в советском кино. В Харькове Быков нашел свою любовь на всю жизнь, здесь к нему пришло признание и зрительская любовь. В Харькове Быков раскрылся как талант и получил возможность отправиться дальше. К сожалению, в силу разных причин один из самых потенциально ярких режиссеров и актеров в эпоху 50-х годов так и не смог до конца раскрыться и реализовать свои планы. В том же Киеве, например. Но даже тех фильмов, которые он успел снять, хватило, чтобы получить у благодарных зрителей статус любимого и легендарного. Ну, авиация. За победу. Будем жить, пехота.